Всем привет, друзья! Сегодня хотим показать вам процесс создания ароматного пряничного домика. Опишем подробно каждый этап и поделимся нашими знаниями по работе с пряничными изделиями, которые мы с восторгом печем уже 5 лет. Процесс создания пряничного домика очень увлекательный и творческий, поэтому обязательно привлекайте к нему деток, они точно будут в восторге. Для начала нужно подготовить пряничное тесто. Приготовьте его заранее, чтобы оно успело хорошенько охладиться и отлежаться в холодильнике. Для пряничного домика используем точно такое же тесто, из которого печем и обычные штучные пряники. Рецепт и процесс приготовления пряничного теста уже есть у нас на канале, ссылку оставим в описании под данным роликом. Раскатываем скалкой, мы пользуемся нашим помощником тестораскаточной машинкой. Раскатать тесто нужно чуть тоньше, чем для обычных пряников. Сейчас раскатываем до толщины около 4-5 мм. Затем нужно вырезать фигурки. Мы имеем формочки, так как будем делать большое количество пряничных домиков. Если вы будете делать всего один домик, то формочки вам абсолютно не нужны. Начертите на листке бумаги эскизы нужных размеров, а затем вырежете их. Мы используем формы вот таких размеров. Сейчас можете поставить видео на паузу или сделать скриншот экрана, а затем прямо с экрана можете перерисовать себе на лист. И у вас получится эскиз, по краю которого можно вырезать тестовые заготовки. Также в интернете можно найти большое количество разнообразных эскизов для пряничного домика. Нам нужно вырезать по 2 тестовые заготовки из каждой формочки. Начинаем вырезать фасад домика и боковые стенки. Удобнее всего работать с хорошо охлажденным тестом. Его будет тяжело раскатывать, так как холодное тесто твердое, но за счет этого вырезанные тестовые заготовки при перекладывании на коврик не будут деформироваться. А если вы будете работать с мягким тестом, то при перекладывании на коврик большая вероятность того, что тестовая заготовка деформируется, и по итогу выпечки одна из сторон дома получится неровной. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 13 минут. Если у вас имеется 2 противня или 2 силиконовых коврика, то можно сразу приступать к вырезанию следующих элементов. Далее мы вырезали 2 элемента крыши и уложили их уже на коврик. Крышу выпекаем чуть дольше, около 15 минут. Первая партия уже готова. Ровные стороны пряников при выпечке немного теряют форму, становятся более круглыми и выпуклыми. И мы сейчас, пока заготовки еще горячие, берем шпатель или любой другой плоский ровный предмет и начинаем прижимать выпуклую часть, а боковушки немного сглаживаем, чтобы убрать их округлость, которая появилась после выпечки. При необходимости лишнее можно срезать. То же самое делаем со всеми другими элементами. Это нужно для того, чтобы при сборке ни одна из выпуклых сторон не мешала собрать домик ровным. Пока выпекается крыша, мы вырезали основание, которое должно быть больше домика после сборки. У нас оно диаметром 22 см. Его можно вырезать кольцом для выпечки, либо взять крышку и по ее контуру вырезать тесто ножом. Крыша у нас уже выпеклась, достаем ее из духовки и сразу ставим выпекаться основание в течение 22 минут. На крыше также нужно выпуклые края убрать, чтобы между двумя половинками не было просвета. Срезаем немного лишнее и прижимаем выпуклые поверхности. Только что выпеченные горячие заготовки мягкие и хрупкие, поэтому очень аккуратно при перекладывании. Переложили на подносик, на котором они будут сейчас охлаждаться и в дальнейшем тут же заливаться глазурью. Пока все части домика остывают, подготовим глазурь. У нас на канале есть 2 рецепта глазури. Это классический айсинг на сырых белках и рецепт глазури на альбумине. Ссылки на данные ролики с подробным разъяснением о текучести будут в описании под этим видео. Для домика подойдет глазурь как на сухом белке, так и на сыром. Мы сейчас используем рецепт классической глазури. Она уже готова, и теперь можно
можно приступать к работе с ней. Для создания домика нужно глазурь разной консистенции. Нужно примерно половину густой глазури отложить в отдельную мисочку, закрыв ее мокрым полотенцем или пищевой пленкой. Из данной глазури будет выполняться обводка и другие более объемные элементы. А в основную часть, что осталось в чаше, добавляем немного воды и доводим ее до консистенции заливки. На количество ингредиентов у нас в чаше сейчас не обращайте внимания, так как мы вставили кусочек видео из другого ролика. А ориентировочное количество всех продуктов, требующихся на один домик, будет в описании под данным роликом. Вот такая по итогу должна получиться текучесть, при которой рисунок достаточно быстро разравнивается. Мы всегда рисуем на плоской стороне пряника, что уменьшает риски стекания айсинга за пределы обводки. Для контура берем глазурь вот такой консистенции. Обводим по краю каждую сторону, а затем берем глазурь для заливки и начинаем заполнять поверхность крыши от краев и затем переходя ближе к центру. Если глазурь не разравнивается, значит она у вас получилась густоватая и нужно ее еще немного развести. Но сильно жидкую заливку также не стоит делать. Сейчас даем высохнуть глазури. Мы сушим в сушилках для овощей под закрытой крышкой. Также можно прибегнуть к помощи духовки и сушить при температуре не выше 50 градусов на режиме конвекции с приоткрытой дверкой. Также можно оставить пряники сушиться на столе при комнатной температуре, но в таком случае время для высыхания глазури увеличится и поверхность в итоге получится более матовой. После того, как залили крышу, стараемся не перекладывать пряники до момента высыхания глазури, иначе пойдут трещинки. Сушим около 40 минут. А пока приступим к другим элементам. На боковых частях домика будем делать окошки. Для того, чтобы создать эффект стекла, берем немного густой глазури и распределяем ее шпателем, ложкой или кисточкой в тех местах, где будут окошки. Сейчас нужно прорисовать контур по краю пряника, а также нужен контур самого окошка. Мы решили сделать его округлой формы, поэтому, чтобы выполнить это максимально ровно, берем круглую формочку и прикладываем ее к еще не застывшей глазури, а затем по отпечатку постараемся ровно прорисовать кружок при помощи глазури для обводки. Элементы, которые можем нарисовать сразу, рисуем, либо же можно оставить их на потом. На передней части домика у нас будет два элемента со стеклом, но в процессе мы решили сделать по-другому, поэтому вот так просто снимаем все ненужное шпателем и переделываем. Перекладываем все на подносик от сушилки. Если вы будете сушить при помощи духовки, то перекладывайте на противень и уже на нем будете заливать внутреннюю часть домика глазурью более жидкой консистенции. После чего отправляем сушиться в сушилку или духовке примерно на 30 минут. А пока приступаем к оформлению крыши, которая уже подсохла и покрылась хорошей корочкой. Будем сейчас наносить картинку при помощи пищевого принтера. Мы заранее подготовили изображение. С одной части у нас будет надпись, а с другой вот такая картинка Деда Мороза с дракончиком. О том, как мы печатаем и располагаем картинки на пряниках, есть подробное видео у нас на канале. Ссылку также оставим в описании под данным роликом. После печати даем немного картинки подсохнуть, около 15 минут, и после чего густой глазурью начинаем выделять некоторые элементы для придания им объема. Рисуем снежинки и выделяем другие элементы. Такие картинки также можно распечатать на вафельной или сахарной бумаге в кондитерском магазине и приклеить на высохшую глазурь при помощи айсинга. А затем на поверхность также можно нанести объемные элементы. Для блеска посыпаем сахаром с добавлением перламутрового кондурина. Также можно посыпать и обычным сахаром. На другой части пряника у нас надпись, которую мы также хотим выделить и сделать
сделать более объемной. В домашних условиях надпись можно сделать также и другим способом. Нарисовать эскиз текста на пергаментной бумаге, перевернуть бумагу на другую сторону и обвести с обратной стороны карандашом жирным слоем, а затем опять перевернуть, переложив к прянику и обвести еще раз уже на прянике. Таким образом, карандаш, который остался снизу пергаментной бумаги, пропечатается на глазури тонкой линией, по которой вы сможете потом уже рисовать глазурью. Такой способ мы показывали в другом нашем видео, ссылку на которое также оставим под данным роликом. Теперь точно так же сверху посыпаем сахаром. Пока сахара много и кажется, что он тут лишний, но после высыхания мы его уберем при помощи кисти. Откладываем в сторонку, уже в сушилку мы не кладем, оставляем просто на столе для подсыхания. Сейчас мы закрасили небольшую часть глазури в коричневый цвет. Из нее мы будем делать дверки. Здесь мы смешали глазурь для обводки и немного заливки, и она получилась консистенцией не сильно густой и не жидкой. Краситель использовали самый обычный, гелевый, водорастворимый. Чтобы краситель полностью растворился, нельзя сразу использовать закрашенную глазурь, нужно дать ей какое-то время постоять, для того, чтобы все крупинки краски полностью разошлись. У нас закрашенная глазурь постояла примерно 5 минут, теперь мы ее переложим в кондитерский кулек и пусть она так еще немного полежит. А пока приступим к созданию рельефа на стенках дома. После сушки прошло около 30 минут, может чуть меньше. На поверхности домика уже образовалась хорошая корочка, но глазурь внутри все еще до конца не высохла, поэтому работаем очень аккуратно. Пряники резко не перекладываем и на поверхность не нажимаем. Для создания декоративного покрытия мы будем использовать вот такой трафарет. С помощью его и густой глазури делаем кирпичики. Такие трафареты можно купить либо в кондитерских магазинах, либо приобрести у мастеров на заказ, которые делают формочки для пряников. Также у них можно заказать нужные вам трафареты. Прикладываем к прянику, наносим немного глазури и разравниваем шпателем. Вот такие элементы получаются. Точно так же делаем на других частях домика. Коричневой глазурью начинаем прорисовывать сейчас контур двери и заполняем ее внутреннюю часть. При этом край, наличник двери, глазурью сейчас не покрываем. Убираем в сушилку для того, чтобы дверь хорошо подсохла. А пока закрасим густую глазурь в зеленый цвет. Также используем обычный гелевый водорастворимый краситель. Мы используем красители Top Decor. Здесь у нас зеленый цвет и 1 капля коричневого. Нужно добиться густой консистенции глазури. Для этого добавляем сахарную пудру, вносим пудру на глаз до тех пор, пока консистенция не станет достаточно густой. При нанесении рисунка он не должен расплываться. Также даем постоять минут 5-10, чтобы краска в ней хорошо разошлась, после чего перекладываем в одноразовый кондитерский кулек и делаем отверстие треугольником, либо же можно сделать обычную дырочку. И начинаем рисовать вот такие элементы. Пока глазурь мокрая, наносим на нее бусинки. Отставляем теперь в сторонку и делаем другие декоративные элементы на остальных поверхностях домика. При оформлении пряничного домика используйте фантазию, а также как для примера оформления можете посмотреть картинки в интернете. Вариантов декора пряничных домиков огромное множество. Дверка у нас подсохла, и теперь заполняем глазурью наличник и отправляем сушиться на минут 15. После чего рисуем венок, декорируем его бусинками и продолжаем наполнять поверхность домика другими декоративными элементами. У нас все части домика готовы, и хоть нам кажется, что они уже высохли, внутри глазурь еще может оставаться влажной и ее легко повредить. Поэтому перед тем, как собирать домик в единое целое, мы оставляем заготовки полностью подсохнуть примерно на 4 часа. Уже делаем это без сушилок, просто при комнатной температуре. Мы оставляем выключенные сушилки с приоткрытой крышкой. По истечению данного времени разведенным золотым кондурином выделяем элементы на поверхности. Кондурин мы любим использовать данного производителя в оттенке красное золото. Разводим его всегда спиртом, так как именно со спиртом получается хороший блеск. Также кистью добавляем еще брызги.
Лишний сахар убираем жесткой кистью. В нашем домике крыша непростая, она будет открываться. Для этого в ней нужно проделать отверстие. Для аккуратного отверстия мы будем использовать обычный шуруповерт, который обязательно нужно продезинфицировать хорошенько спиртом. Делаем по 2 дырочки в каждой части крыши. Их нужно сделать так, чтобы отверстия были напротив друг друга. Такие отверстия также можно было сделать изначально в горячем прянике с помощью коктейльной трубочки. Верхняя часть крыши имеет неаккуратный край за счет того, что мы немного срезали пряник, поэтому сейчас наносим густую глазурь, а сверху посыпаем сахаром. В результате получится эффект снежка. То же самое делаем и на другой половинке. Теперь откладываем в сторонку, чтобы глазурь немного подсохла, и можно приступать к сборке всей конструкции домика. А для этого нам нужно подготовить цементную глазурь. Это все та же глазурь, просто с добавлением большого количества сахарной пудры, для того, чтобы она стала густой и выполняла функцию цемента. Часть глазури откладываем в кондитерский мешок, проделываем дырочку и начинаем наносить на внутреннюю поверхность стенок. После чего соединяем все элементы стенок между собой. За счет того, что глазурь очень густая, стенки уже держатся. Айсинг также можно делать в 2 этапа. Первую партию замешиваете еще в самом начале для залития поверхности пряника и декорирования мелких элементов. А вторую часть делаем сейчас для склеивания домика и дальнейшего декорирования. Со свежей глазурью работать всегда приятнее. А сахарную пудру добавляем на глаз, пока не добьемся нужной густоты. Если будете использовать более жидкую глазурь, работать ей будет неудобно, в процессе работы будут отваливаться стенки и придется что-то подставлять для того, чтобы все держалось на месте. Лучше добейтесь хорошей густоты глазури для того, чтобы работать было удобно и по итогу домик не развалился. Мы собрали все стенки и оставляем так минут на 15 для подсыхания. Пока глазурь, которую мы использовали для сцепления, видна, но чуть позже мы ее будем декорировать и она скроется. Сейчас подготовим крышу. В дырочки продеваем атласную ленту и завязываем бантики. После того, как сцепление стенок домика хорошо схватилось, наносим только на одну часть крыши цементную глазурь. Вторую часть не трогаем, так как она будет потом открываться. И прикладываем к крыше. И сейчас в таком состоянии оставляем еще примерно на 20 минут для подсыхания. Далее будем устанавливать домик на основание. Используем также густую глазурь, наносим и разравниваем шпателем. Перед установкой нужно убедиться, что домик высох, чтобы в процессе не развалились стенки. После чего для работы понадобятся любые фигурные насадки. Сейчас мы будем использовать вот такую. В кулек мы уже переложили цементную глазурь и приступаем к декорированию швов. Также оформляем край крыши. Для декорирования основания будем использовать орешки в шоколаде. Наносим глазурь для обводки и крепим к ней орешки. Также для декора используем и обычные сахарные шарики. Дополнительно орешки можно покрыть еще сухим кондурином, который мы использовали уже в декоре дома. Вот такой чудесный домик с открывающейся крышей у нас получился. Внутри домик можно наполнить пряниками и другими сладостями. Упаковывать мы будем вот в такие коробочки и рассылать на презенты. А хранятся такие домики очень долго,
просто при комнатной температуре. У некоторых наших клиентов такой домик уже стоит 4 года, и им жалко его съесть. Но лучше все же не хранить, пусть он какое-то время порадует вас, а потом скушайте его с чаем или с молоком. Спустя время пряники станут сухие, и если вы захотите вернуть им мягкость, можно внутрь домика положить дольку яблока или апельсина и плотно запаковать домик в пакет. За ночь пряники вновь станут мягкими. Надеемся, наше видео поможет вам сделать пряничный домик и порадовать им себя и своих близких. Не забывайте поставить лайк, а наш следующий видеоурок будет о приготовлении рождественского кекса. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не потерять нас, и обязательно заходите к нам в Instagram, где найдете множество новогодних идей и полезной информации для себя. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.